Александр Григорьевич, как вам позиция Армении в рамках Евразийского союза сейчас? Она хочет и в Евразийском союзе остаться, и в Европейский союз вступить. Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это. Мы примем это, но руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом президент России обещал вот детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать. Один момент только. Недавно я услышал из заявления Пашиняна: а вот через нас трубы пойдут и нам будут платить газом. И денег будет много. Слушайте, и газа будет денег и много. Ну, слушайте, когда это еще будет вопрос? А второе, ну, народ же, это ж, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы? Откуда трубы эти будут идти? И кто этот газ им даст? И какие деньги будут? Вы говорите о деньгах? Сегодня Россия продает Армении беспошлинно природный газ, могу ошибаться, $150–160 за 1000 кубометров. А в Европейском Союзе природный газ $550–650 за 1000, в 6 раз дороже. Вот только природный газ, я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах, если говорить. Поэтому мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Завтра выборы, там 6 или 7 июня выборы в Армении. Естественно, это крутят, мутят под выборы. Но они зря, руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения. Доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены Евразийского экономического союза все единогласно с этим согласились. И вице-премьер был, при нем это все было сказано. Поэтому армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. В Украине ровно так начиналось. Вы это помните, что они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить, надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то, вы знаете, кто там был из европейцев, понаобещали целый ворох, хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения и Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны, что тут говорить. Но на себя посмотрите. Поэтому
прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся. Это очень агрессивные заявления следуют от киевского режима в адрес Беларуси. Уже какие-то 500 целей они там определили на территории Беларуси. Это что вообще такое? К чему они готовятся? Павел, они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это трёп какой-то. И позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы, и воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп. Я уже говорил, я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь о чем. Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Это пережить, это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль, поэтому ты заметил. Я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию. Скажите, пожалуйста, о недавнем разговоре с президентом Франции, чего хотел Макрон, потому что разные ходят версии, вплоть до того, что он звонил, чтобы вас предостеречь от вступления в войну. Нет, об этом речь шла. Но чтобы кто-то меня Слушай, Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, 1000 раз подумаю, и ты же знаешь, думаю, а что потом, в отличие от них. Что касается Эммануэля Макрона, президента Франции, об этом шла речь. Но в таком плане. Александр Григорьевич, мне удивительно, как он это выговаривает. Александр Григорьевич, вы, вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем. Вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да Господь с тобой. Я публично об этом сказал только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. Чем закончили, главное? Закончили Украиной,
и последствия, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать. Я говорю, вам не отвечать, надо стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, в Москву, может, вам и не очень, приехали в Минск, и мы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске, так, шутя. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить. Он начал там Европейский Союз, надо посоветоваться. Я говорю, подожди, ты аксакал, ты у власти уже столько лет. А кто там, Мерц, молодой совсем политик, Стармер, как его, тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. Виталий вообще женщина, премьер-министр. Что вы хотите, на женщину возложить эти обязанности? Ты, аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Так сейчас надо к нам приехать, поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос. Тема вокруг этого крутилась. А сопутствующих вопросов было море. И о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами вскользь затронули этот вопрос. И мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать нас по голове и толкать к миру, еще к чему-то, а мы должны решать эти вопросы, потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине – это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, как, дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы. То есть это был такой дружеский, хороший, хоть длинный, 1:40 разговор. Вспоминали наши разговоры раньше и так далее. Но чтоб кто-то меня принуждал, заставлял, нет. Единственное, он меня попросил. Я говорю, слушай, мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорит? Он мне говорит, господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил. Я говорю, пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо. Днями, буквально понедельник, вторник, не помню, этот человек будет здесь, не хочу называть его фамилию, он назвал координаты, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме, и я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют. И закончил он, что я могу, и мы в Европейском Союзе можем сделать для нормализации отношений с Беларусью. Я говорю, слушай, это больше, чем известно всем. калийные удобрения, он еще что-то назвал. Я говорю, да Господь с тобой. Сегодня калий в цене подскочил, минеральное удобрение. Все объемы законтрактованы. И если кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной тонны минеральных удобрений, не только калийных, фосфорных, азотных. Они все уже под контрактами и по хорошей цене. Поэтому для нас калий, это с подачи наших тихушек-лакушек, это беглых. Они им все, калий, все. Все, рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве под боком у себя грузили этот калий. Это была еще большая маржинальность. Не получается, не хотят они идти нам навстречу. В России грузим все, поэтому не проблема.